Ферит и Сейран возвращаются с новогодней вечеринки в отличном настроении. Придя в комнату, Ферит в шутливой форме требует поцелуя у жены, однако не получает его. Заметив, что забыл телефон в машине, Ферит спускается за ним. В машине к нему пристает пьяная Султан. Ферит отмахивается от нее, но эту сцену видит Юсуф. Возвращаясь в комнату, Ферит невольно видит отца на пороге комнаты Инфакат. Будучи бабником, Ферит тут же понимает, что это не просто так. Ферит дает им знать, что он здесь, и Инфакат вместе с его отцом всеми силами стараются показать, что ничего нет такого, о чем он мог подумать. Когда он приходит в комнату, Сейран сразу понимает, что что-то произошло. Однако Ферит не рассказывает ей ничего. Он обращает все в шутку. Во время разговора между Феритом и Сейран летают искры. Бегает за ней по комнате и, поймав, просит поцеловать его в щеку. Сейран выполняет просьбу. Утром Гюльгюн предлагает Фериту и Сейран участие в фотосессии у ее подруги Дефне. Ферит скептически настроен, но соглашается. Фотосессия проходит отлично. Сейран и Дефне понравились друг другу. Дефне считает Сейран красавицей и постоянно твердит Фериту, что ему повезло с женой. Сейран разделяет многие взгляды Дефне. Она тоже считает, что прежде чем родить ребенка, женщина должна реализоваться в профессии. В качестве примера нереализованной женщины Дефне приводит маму Ферита. Самого Ферита она высмеивает и называет мачо. Фериту неприятно Дефне. Вернувшись домой, Ферит не скрывает своего раздражения перед матерью. Однако та не относится серьезно к этим разговорам. Вечером Ферит вновь застает отца и Инфакат. Испытывая потребность убежать от ситуации и напиться, Ферит соглашается принять приглашение Дефне и вместе с Сейран и Суной едет к ней на вечеринку. Будучи изрядно пьяным, Ферит признается Сейран, что уверен в том, что у отца отношения с Инфакат. Сейран говорит, что знает об этом. Ферит вымещает гнев на жене, он обзывает ее предательницей и велит уехать домой. Безусловно, подобные новости принять сложно. Фериту легче снова найти виноватого на стороне, чем разобраться с теми, кто действительно виноват. Ферит сам озвучил, что никогда и никому бы не поверил, скажи ему такое, но выместить злость на жену при этом успел. Выпив еще больше, Ферит пытается приставать к Дефне, он чуть ли не целует ее, но Дефне останавливает его вовремя. Фериту очень жаль маму, которой изменяет отец, а жену не жаль совсем. Видя измену отца, он идет изменять своей жене. Ему в голову даже мысль не пришла, что это одно и то же. В его восприятии это разные вещи. Ведь отец изменяет его любимой маме, и этому нет оправдания с точки зрения Ферита. А вот он-то никому не изменяет, он честен со всеми. Ферит не повзрослел, он ведет себя как ребенок, старается сбежать от проблем, а не решать их. Увидел папу с Инфакат, решил сбежать от этой проблемы в клуб, потусить и отвлечься. Узнал о том, что Сейран об этом знала, решил убежать успокаиваться к Пелин. А когда не получилось, стал приставать к Дефне, которая годится ему в матери. После вечеринки Ферит едет к Дефне домой и видит там Сейран.